Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Очень интересная и радостная тема у нас сегодня. А радостная она потому, что мы купили в тюках солому и очень чистую от растительных остатков, от сорных трав, от семян сорных трав. Очень удачная солома. И почему мы радуемся этой покупке, я вам сейчас объясню. В 2015 году мы провели очень важное мероприятие на огороде, где росла картошечка, ну и еще другие овощи сюда ближе, к теплице. Мы заделали солому и органические остатки в землю. Органические остатки – то, что у нас было. Это была целая спецоперация по улучшению плодородия почвы, которая длилась целую неделю. К соломе были подготовлены брашка из хлебопекарских дрожжей и куплен деструктор целлюлозы, а также аммиачная селитра. 3 года работали на урожай эти золотые запасы, которые мы заделали. Вы сейчас видите на фотографиях, тогда фотографировали, как мы это делали. Затем у нас в регионе были проблемы с урожаем озимой пшеницы и вообще зерновых. И нельзя было купить солому после вот этих 3 лет активного использования питательных веществ овощами. И вот в этом году, когда с конца осени начали идти дожди, весна и начало лета оказались также дождливыми, на полях юга Одесской области уродил очень хороший урожай зерновых культур. Наконец-то появилась возможность снова провести спецоперацию по улучшению почвенного плодородия за счет обогащения его питательными веществами. И этими питательными веществами является солома. Кто-то может мне сказать, что в соломе нет уже никаких питательных веществ, ведь все было отправлено в колоски, в зернышки. Отвечу также официальными данными. В среднем в одной тоне, это официальное изучение ученых было, учеными, и вот такая информация. В среднем в одной тоне соломы есть 5 килограмм азота, 2,5 килограмма фосфорного ангидрида, 8 килограммов окиси калия. Кроме этого, в соломе озимой пшеницы выделены также микроэлементы: сера, бор, медь, марганец, молибден, цинк и 42% целлюлозы и 25% лигнина. Представляете, сколько здесь еще есть ценного для нашей земли, особенно для нашей, где в огороде у нас в основном суглинки, а на некоторых частях до сих пор глина. Мы уже запаслись нужным количеством соломы. Теперь остается закупить деструктор целлюлозы, аммиачную селитру. Ну и перед самой работой, естественно, купим просто дрожжи еще добавим, для того, чтобы ускорить этот процесс. У нас есть такая вот возможность приобрести деструктор целлюлозы. А многие зрители просят давать информацию о замене деструктора фирмы Минералис Украина, потому что в других странах этого деструктора нет, и даже в некоторых странах вообще деструкторы не выпускаются. Могу сообщить хорошую вам новость. В большинстве стран и регионов есть в продаже простой и доступный биопрепарат, который называется триходермин. Он нам очень помогал в этом году спасать наши растения. Так что ищите в таблетках жидкие в любом виде. Трихофит называется, триходермин. Ну, а если уже и этого нельзя купить, то используйте обычные весовые дрожжи и аммиачную селитру. Солома, просто вот заделанная в землю, без каких-либо вот этих компонентов, не разложится на доступные для овощных растений питательные вещества без увлажнения. Мы обязательно увлажняем, заливаем водой, и без вот этих живых помощников в виде грибов триходермы, а также дрожжей. И помощница тоже хорошая, аммиачные селитры. Селитра. Тем, кто боится, как огня, минеральное удобрение, аммиачную селитру, успокою.
Селитра обеспечивает оптимальный баланс между азотом и углеродом, улучшает минерализацию соломы в почве и делает невозможной борьбу за азот между растениями и целлюлозоразлагающими микроорганизмами. Она словно баланс, помогает ускоряет раскладывать вот эти органические остатки и вот убирает вот эту борьбу. Плюс грибы триходермы с фунгицидными и целлюлозолитическими свойствами и дрожжами улучшает и ускоряет разложение соломы. Получается, что до холодов, а это где-то после того, когда мы выкапываем картошечку, за 1,5–2 месяца вся органика полностью разлагается и улучшает плодородие почвы, оздоравливает грунт. Мы заранее подготовили это видео, чтобы и вы, огородники, дачники, смогли снова же заранее подготовиться к этому важному агроприему. Сбор урожая зерновых уже завершается почти повсюду. У фермеров, ну и в крупных предприятиях, в разных регионах, по-разному это есть, можно купить солому. А как только выкапываем мы картофель, это конец августа, то сразу же приступаем к внесению соломы в грунт, к закапыванию соломы настоящего золота для земли, а в последующие годы золотого питания для картофеля и других овощных растений. И еще несколько цифр. Для 100 килограммов соломы нужно всего-навсего 1 килограмм аммиачной селитры. Для того, чтобы вот эти растворы делать, о них мы отдельно будем рассказывать и отдельно об этом будем показывать. А для быстрого разложения триходермина понадобится всего-навсего старое варенье, остатки садовых плодов. Очень много яблок в этом году, многие сообщают. Так вот, вот эту падалицу все перерабатываете в бочки и добавляете туда варенье старое, немножко сахара, вот эти плоды, и буквально через неделю у вас прекрасное будет удобрение, и это удобрение можно будет использовать для того, чтобы поливать солому, и это ускорит буквально очень быстро. Мы, кстати, через 10 дней еще и овес посеяли по вот этому участку, где была заделана солома вместе с этими важными компонентами. Это и деструктор целлюлозы, и дрожжи, и в то же время органические какие-то остатки, и аммиачная селитра. Очень быстро и хорошо все раскладывается. Ну и сверху нужно поливать. И мы еще и вырастили овес, очень довольно-таки хороший урожай. И урожай 3 года был замечательный. Сейчас наша земля буквально трещит по швам. Но несмотря ни на что, мы все равно закапывали и продолжаем закапывать при посадке, собираем все возможное, что у нас есть, сушим и потом используем вот эту органику. Ну а тут вот такой у нас прекрасный вариант появился, прекрасный урожай озимой пшеницы и замечательная золотая солома, которая поможет нам улучшить нашу почву, и она будет не так трескаться, и улучшится плодородие, и, естественно, будет повышаться урожайность наших культур, и будет структура почвы улучшаться, она будет пористой такой, воздушной. Ну что ж, мы, это Раиса Горяченко и Александр Волик, подготовили это видео, событие, которое у нас считается очень хорошим, радостным. Мы приобрели солому. Ищите возможность тоже покупки этого прекрасного продукта, этого золота для земли. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале.